Всем привет! Сегодня разберемся с психологией Фрейда. В основе фрейдовской психологии лежит топографическая модель личности, то есть такая модель, которую можно изобразить графически, например, на бумаге. И чтобы ее понять, нам нужно ознакомиться с двумя плоскостями, в которых Фрейд рассматривает структуру личности. С одной стороны, личность делится на три уровня – сознательное, предсознательное и бессознательное. Сознательным Фрейд называет все то, что мы ощущаем, переживаем и осознаем в данный момент. То, что вы видите, то, что вы слышите и о чем вы думаете, лежит в области сознательного. Предсознательное напоминает оперативную память компьютера. Здесь хранится опыт, неосознаваемый вами в данный момент. Например, вы не держите в уме, что вы ели сегодня на завтрак, но если вас попросить вспомнить, воспоминания тут же всплывут в вашей голове. Эту информацию вы не осознаете в каждую секунду времени, но, тем не менее, вы легко можете извлечь ее из ваших воспоминаний. Предсознательное напоминает мост между сознательной частью личности и бессознательной, более глубокой и таинственной частью человеческой души. В этих бездонных глубинах таятся ваши тайные инстинктивные переживания, детские травмы и обиды, подавленные мысли и только черт знает что еще. С другой стороны, личность делится на следующие части. Ид – примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности. Эго – система, ответственная за принятие решений. И суперэго – система ценностей, норм и ограничений, полученных в результате социализации человека в обществе. Чтобы представить, как эти три части взаимодействуют в вашем уме, представим ситуацию, при которой вам хочется мороженого. Ид, ваши инстинкты, желает скушать мороженку во что бы то ни стало. Все, о чем она думает, это удовлетворение своих потребностей. Но исполнить ее прихоть вам мешает суперэго, которое твердит, что отнимать мороженое у детей это плохо, и вас осудит общество. Как в таком случае поступить, решает эго. Только ему принимать окончательное решение украсть, отнять или купить мороженое, отсрочить это желание, подавить его или перенаправить в другое русло. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Ид и суперэго – это ваша личная непрекращающаяся Вторая мировая. Конфликт между вашими потребностями, инстинктами и нормами, которые вы усвоили, не прекращается ни на секунду. Это как вечная борьба добра со злом, только не стоит клеить ярлыки. Не всегда то, что требует ид, является отрицательным, и не всегда то, что требует нормы, то есть суперэго, может указать правильный путь. В конце концов, кому-то суперэго позволяет есть себе подобных. Объектом вашей потребности может быть что угодно, даже мороженка. А стимулом будет то количество энергозатрат, которое необходимо, чтобы его найти и съесть. То есть удовлетворить вашу потребность. Ох уж это мороженое. Инстинкты могут быть самые разные. Фрейд выделял следующие два. Инстинкт жизни, эрос, и смерти, танатос. В основном они заключаются в наших сексуальных потребностях и потребностях в агрессии и разрушении. Энергию наших сексуальных потребностей Фрейд называл либидо. Вообще Фрейд был еще тем проказником, и секс был его любимой темой. В своих теориях он мог выдвигать такие тезисы, что не приснились бы даже Саше Грей. Наше желание совокупляться Фрейд считал чуть ли не главной движущей силой. Помимо секса, Фрейд любил говорить о детстве. И если вам кажется это немного странным, не удивляйтесь, это казалось странным многим и до вас. Да и говорить о странностях я только начал. Фрейд считал, что личность проходит определенные стадии развития. Оральную, анальную, фаллическую, латентную и генитальную. Да-да, вы не ослышались. Все стадии тесно связаны с эрогенными зонами скопления либидо. Чуть ли не все, включая ваш характер и привычки, Фрейд мог бы объяснить определенными моментами нашего детства. Например, остаточное проявление оральной стадии, когда главным желанием является материнская грудь, заключается в жевании жвачки, откусывании ногтей, курении и тому подобного. Фрейд объяснял это, скажем, недостаточно эффективным преодолением этой стадии. А если ребенок получал чрезмерную или недостаточную стимуляцию, это может привести к формированию орально-пассивного типа личности, веселого, оптимистичного и доверчивого человека. Можно долго говорить о каждой стадии, в теориях Фрейда есть много интересных вещей. Из тех, что способны вас удивить, я назову еще одну – Эдипов комплекс. На фаллической стадии, когда ребенок начинает идентифицировать себя как мальчика или девочку, у него или у нее возникает бессознательное. Повторюсь, бессознательное желание убить родителя своего рода и совокупиться с родителем противоположного. Тут без комментариев. Помните, что я рассказываю лишь о самых известных и будоражащих воображение теориях Фрейда. Рассказать все и объяснить в одном видео я не смогу, поэтому прошу вас воздержаться от однозначных оценок теории Фрейда, ведь нельзя судить о нем, узнав лишь малую толику. Во многом, читая Фрейда, вы можете проследить за логикой его рассуждений, и все эти вещи уже не будут вам казаться настолько несуразными. А если вам нравится видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так я пойму, что мне стоит продолжать делать видео подобного плана.
Последним интересным, на мой взгляд, аспектом фрейдовской психологии, о котором я хотел бы рассказать, являются защитные механизмы эго. Когда наши инстинкты кажутся нам настолько неприемлемыми, в нас возникает тревога. Желание удовлетворить эти потребности не исчезнет, но и осознать эти инстинкты для нас нечто страшное и невообразимое. Тогда наш мозг применяет определенные приемы, чтобы скрыть или перенаправить наши неосознанные желания. Мы можем вытеснить наши желания в область бессознательного и попытаться похоронить их там. Можем спроектировать их на другой объект. Например, хотим конфетку и очень этого стесняемся, а вместо этого жрем морковь. Вас расстроил начальник, а вы пинаете ни в чем не повинную банку под ногой. Наш мозг может заменить одно желание на другое или попытаться объяснить наши несуразные поступки какой-то мнимой логикой. В тот момент я пыталась, то есть до этого я пыталась выйти, открыть дверь, мне... Можем напрочь отрицать это желание в нашем сознании, или даже наоборот, будучи бессознательным любителем пожрать, вы станете вегетарианцем. Кстати, поэтому говорят, что те, кто недолюбливает людей нетрадиционной сексуальной ориентации, вероятно, сами бессознательно геи. Наш мозг также может возвращаться к ребяческим наклонностям, чтобы уменьшить напряжение. Например, мы можем надуться и не разговаривать, или ездить на машине с большой скоростью. Самым благоприятным приемом Фрейд считал сублимацию, когда энергию одного напряжения мы перенаправляем на схожую, но другую, уже одобряемую деятельность. Например, нашу сексуальную энергию мы можем перенаправить на борьбу за свободу, написание романа или рисование. Чтобы подвести итоги, вкратце пройдемся по главным тезисам. 3 уровня личности – сознательное, предсознательное и бессознательное – на 3 структурах – ид, эго и суперэго. Ид хочет, суперэго нормирует, эго решает. Эрос – инстинкт жизни, и Танатос – инстинкт смерти и разрушения. Либидо – сексуальная энергия. 5 стадий развития, и каждая претерпевает конфликт, успешное разрешение которого ведет к успешному созреванию личности. И последнее. Наше эго способно защитить и избавить нас от тревоги с помощью различных защитных приемов. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Эдди. Всем пока.